Здравствуйте! В этой подборке я покажу вам новые мистические видео, которые уже смогли довольно сильно удивить пользователей сети. Приятного просмотра! Камера видеонаблюдения стоит в спальне и наведена на кроватку маленького ребенка. Малыш, в свою очередь, очень задумчиво смотрит в одну точку, не отрываясь, пока его мама ходит по спальне. Она и выложила в сеть это видео. По ее словам, она не поняла абсолютно, что произошло в тот момент. Женщина услышала, как ее ребенок ни с того ни с сего начал неожиданно громко плакать. Она подбежала к кроватке и увидела, что он лежит, хотя до этого заметила, что он сидел на детском кресле. И вот что увидела женщина при просмотре видео. Сама женщина не понимает, как так вышло, что на записи ее ребенок будто исчезает на секунду, и затем появляется, но уже в лежачем положении и очень напуганный. В комментариях даже предположили, что ребенок реально исчез меньше, чем на секунду. Другие же предполагают, что ребенка толкнул кто-то невидимый, причем очень сильно. Вдобавок странно, что до этого малыш смотрел в одну точку, не отрываясь. В то время как ребенок пропал из кадра, колыбель на заднем плане продолжает равномерно раскачиваться. И эта ситуация становится не похожей на склейку кадров. Для всех так и осталось загадкой, что произошло в тот момент, в том числе и для матери малыша. В доме этой семьи происходят довольно пугающие вещи. Хозяева начали замечать, что часто некоторые предметы оказываются не на своих местах или вовсе валяются на полу. Сначала они думали друг на друга и на неряшливость некоторых членов семьи. Но спустя какое-то время они все же заметили, что предметы интерьера и некоторые мелкие объекты сдвигаются сами по себе. Поразмыслив некоторое время, они все же решили установить камеры видеонаблюдения, хоть и были изначально скептически настроены. И вот что сняла камера спустя некоторое количество дней. То, что сняли камеры, повергло их в самый настоящий шок и ужас. Сначала в гостиной что-то летит с полок, а затем почти сразу на пол падает горшок с цветком, нелегкий, судя по звуку. На кухне дела обстоят еще хуже. Сначала открывается ящик, и следом из него летят в разные стороны столовые приборы. Из-за качества видео не видно, что летит, вилки или ложки. Но если второй столовый прибор все-таки нож, то наверняка бы он повредил человеку, если еще и учесть факт того, с какой скоростью он летит. Зрители считают, что это полтергейст, в то время как хозяева уверены, что это демоническая активность, аргументируя это тем, что дух, даже очень активный, навряд ли бы настолько был агрессивным, и его действия не принесут вреда человеку. Владельцы дома пока не решили, что будут делать в сложившейся ситуации. Смотря следующее видео, сначала может показаться, что рядом с девушкой кто-то есть, и это видео не особо серьезное. Но досмотрев его до конца, становится не по себе. So for today's drink, Сначала создается впечатление, что за шторой прячется человек и просто мешает девушке снимать видео.
Она замечает это в экране телефона, пока ведет съемку, и бежит в сторону двери, ведущей на задний двор. Но подбежав туда и налетев на штору, ей становится понятно, что там никого не было. Судя по реакции видеоблогера, она сама немало удивлена. Она оглядывается в доме и снаружи, но никого не видит. После этого девушка резко закрывает стеклянную дверь. И действительно, человека за шторой не оказывается. Некоторые предположили, что это просто ветер, в то время как другие, в свою очередь, уверены, что это нечто паранормальное, потому что за шторой слишком отчетливо проступают чьи-то движения. So for today's drink, Следующее видео не менее странное, чем предыдущее. Камера стоит во дворе частного дома, и в какой-то момент на террасе происходит что-то малообъяснимое. На видео появляется темный силуэт, который проплывает, по утверждению автора, сквозь закрытую дверь. Эта фигура темная и, кажется, парит над землей. Выглядит это довольно жутко, но больше ничего странного ни в самом доме, ни на камерах замечено не было. И этот ролик вызывает все больше вопросов каждый день. Что это была за фигура и как она прошла сквозь закрытую дверь, главная из них? Был ли это глюк камеры или все же нет? Но что бы это ни было, владелец дома и его семья стараются в темное время суток меньше подходить к этому месту. Молодая пара привезла к бабушке, которая живет одна, внука, чтобы та приглядела за ним, пока их не будет. Бабушка и ребенок в доме вдвоем. И в какой-то момент взрослая женщина дала мальчику свой телефон, чтобы тот с ним поиграл. Она не подозревала, что включилась камера и идет запись видео. Несколько месяцев спустя, просматривая галерею в своем телефоне, она увидела этот ролик. Позже она сказала, что он шокировал ее до глубины души, и она переехала из этого дома спустя 2 недели после того, как нашла эти кадры. Спустя почти 2 года она так больше ни разу и не вернулась в то место. Let's change your butt. You smell like you poopy. Бабушка и внук были вдвоем, и в этот момент прямо рядом с ними камера сняла довольно высокий темный силуэт. Манекенов и вешалок с одеждой, по утверждению женщины, в гостиной нет, как и ничего подобного. В этом доме, по рассказам семьи, умерла прабабушка мальчика, и они предполагают, что, возможно, это был ее дух. Но все равно так и осталось загадкой, кто или что это было. Но в любом случае, женщина решила лишний раз обезопасить себя, съехав оттуда. Let's change your butt. You smell like you poopy. Эта видеозапись была сделана наружной камерой наблюдения. Около дома стоит под навесом припаркованный автомобиль, и на первый взгляд вроде все спокойно. Но спустя какое-то время в правом углу виден расплывчатый силуэт, который появляется за машиной и будто быстро проходит сквозь нее. Сам силуэт белопрозрачный и довольно-таки высокий. Насчет этого видео много разных предположений. Скептики уверены, что это просто глюк. Другие же считают, что, возможно, эта фигура – это дух или призрак, привязанный к этому дому. И поэтому камера смогла его заснять. Многие интересуются историей этого дома и самого участка, чтобы лучше разобраться в этой ситуации. Но никакой дополнительной информации насчет этого видео нет.
На сегодня вот и все. Как всегда напоминаю, что я никого не убеждаю верить во все это, и каждый решает сам, верить или нет. До новых встреч!